Привет! Тема «Итальянская империя». Итальянская империя, также она известна как Итальянская колониальная империя. Итальянская империя или Итальянская колониальная империя включала территории современной Эритреи, Сомали, Ливии и Эфиопии. Это что касаемо Африки. За пределами Африки Италия владела Додеканесом после Итало-Турецкой войны, Албанией, протекторат с 1917 года по 1920 год и с 1939 по 1943 год, когда она была захвачена и вынуждена вступить в личный союз с Италией, и некоторыми концессиями и фортами в Китае. Фашистское правительство, пришедшее к власти вместе с диктатором Бенито Муссолини после 1922 года, стремилось увеличить размеры Итальянской империи. Был разработан амбициозный план «Большая Италия» или «Имперская Италия», чтобы удовлетворить требования сторонников итальянского ирредентизма или итальянского ирредентистского движения. Поясню. Итальянский ирредентизм – националистическое движение, существовавшее в конце XIX – начале XX века в Италии и сопредельных регионах с итальянским населением, направленное на объединение всех этнических итальянцев в рамках одного государства. Правительство поощряло систематическую демографическую колонизацию. К 1939 году итальянских поселенцев насчитывалось примерно 120-150 тысяч в итальянской Ливии и 165 тысяч в итальянской Восточной Африке. Во время Второй мировой войны Италия вступила в союз с Германией в 1940 году и оккупировала британский Сомалиленд, Западный Египет, Югославию, Тунис, части Франции и Греции, однако затем к 1943 году она потеряла эти завоевания и свои африканские колонии после вмешательства союзных войск. В 1947 году Италия официально отказалась от претензий на свои бывшие колонии. Только территория Сомали в конечном итоге была превращена в подопечную территорию под управлением итальянской администрации до 1960 года. После обретения Сомали независимости в 1960 году завершился 78-летний период итальянского империализма. Итальянский империализм восходит к истории Древнего Рима. Латинское понятие «Mare Nostrum» – «наше море», относящееся к Средиземному морю, стало основой итальянского империализма, особенно в период фашизма. Его часто в пропагандистских целях использовал Бенито Муссолини. В средние века не только Венецианская республика и Генуэзская республика контролировали сети колоний в Средиземноморском регионе. Между 15 и 16 веками итальянские исследователи внесли свой вклад в колониальные предприятия других европейских стран на американском континенте. Христофор Колумб из Генуи служил Испании, Америго Веспуччи из Флоренции служил Португалии, братья Каботы из Венеции служили Англии, а Джованни да Верацано из Флоренции служил Франции. Он был первым из европейцев, который проплыл вдоль восточного побережья Северной Америки. Однако ни одна итальянская держава не принимала активного участия в борьбе за Америку, за заметным исключением Папы Римского, который выступал в качестве арбитра между европейскими колониальными державами в эпоху Возрождения. Географическое положение Италии способствовало чисто проведению средиземноморской политики. Фердинандо I Медичи предпринял единственную попытку создать колонию в Америке на территории французской Гвианы, организовав в 1608 году экспедицию под командованием английского капитана Роберта Торнтона. Однако Торнтон, вернувшись из подготовительной экспедиции в 1609 году, обнаружил Фердинанда I мертвым, а его преемника Козимо II Медичи проект не заинтересовал. В 1651 году Джованни Паоло Ласкарис, итальянский дворянин, владел 4 островами Сент-Китс, Сен-Мартен, Сен-Бартоломей и Санта-Крус. Они были колонизированы с 1651 по 1665 год. Никаких других попыток колонизации предпринято больше не было. К 1797 году венецианские и генуэзские владения в Средиземном море были потеряны.
Объединившись как национальное государство в конце XIX века, Италия намеревалась конкурировать с другими европейскими державами в новую эпоху европейской колониальной экспансии. Она видела свои интересы в Средиземноморье и в Африке. Италия поздно вступила в колониальную гонку, и ее статус наименьшей из великих держав плюс позиция относительной слабости в международных делах означали, что она зависела от Великобритании, Франции и Германии в строительстве своей империи. Италия долгое время считала османскую провинцию Тунис, где проживала большая община тунисских итальянцев, частью своей экономической сферы влияния. Она не рассматривала возможность ее аннексии до 1879 года, когда стало очевидно, что Великобритания и Германия поощряют то, чтобы Франция присоединила ее к своим колониальным владениям. Сделанное в последнюю минуту предложение Италии разделить Тунис между двумя странами было отклонено, и Франция, уверенная в поддержке Германии, приказала ввести свои войска из французского Алжира, чтобы установить протекторат над Тунисом в мае 1881 года в соответствии с Бордоским договором. Бордоский договор устанавливал французский протекторат над Тунисом, который продлился до Второй мировой войны. Шок от тунисской пощечины, как ее назвали в итальянской прессе, и ощущение изоляции Италии в Европе привели Италию к подписанию Тройственного союза в 1882 году с Германией и Австро-Венгрией. Генезисом или зарождением итальянской колониальной империи послужила покупка итальянской судоходной компании в 1869 году Асеба. Было намерение основать угольную станцию, в то время, когда Суэцкий канал уже был открыт для судоходства. Асеб был передан итальянскому правительству в 1882 году, тем самым он стал первой заморской территорией Италии. Поиски Италии и колоний продолжались до февраля 1886 года, и по тайному соглашению с Великобританией она аннексировала порт Массава в Эритрее на Красном море у египетского Хидивата. Итальянская аннексия порта Массава лишила Эфиопскую империю Йоханнеса IV выхода к морю. В то же время Италия оккупировала территорию на южной стороне Африканского рога, образовав то, что впоследствии стало итальянским Сомалилендом. Однако Италия также возжелала саму Эфиопию, и в 1887 году итальянский политик и государственный деятель Агастино де Претис отдал приказ о вторжении, что привело к Эритрейской войне. Вторжение было остановлено после потери 500 итальянских солдат в битве при Дагали. Преемник де Претиса Франческо Криспи подписал Учальский договор в 1889 году с Менеликом II. Этот договор помог Италии установить протекторат над Эфиопией дипломатическим путем и фактически закрепил итальянское господство в Эритрее. В дальнейшем отношения между Италией и Менеликом ухудшались, пока в 1895 году не разразилась Первая Итало-Эфиопская война, когда Криспи приказал ввести итальянские войска в страну. Результатом стало решающее поражение Италии в битве при Адуа в 1896 году. Италия также участвовала в Махдистской войне, и с 1890 года она нанесла поражение махдистским войскам в битве при Сарабетти, первой битве при Агардате. В декабре 1893 года итальянские колониальные войска и махдисты снова сражались во второй битве при Агардате. Ахмед Али провел кампанию против итальянских войск в Восточном Судане и привел около 10-12 тысяч человек к востоку от Кассавы, столкнувшись с итальянцами и эритрейскими солдатами под командованием полковника Аримонди. Итальянцы одержали победу. Год спустя итальянские колониальные войска захватили Кассаву после проведения успешной битвы при Кассале. В 1898 году, после приобретения арендованных территорий Германии, России, Великобритании и Франции в Китай, ранее итальянское правительство в целях утверждения национального престижа, а также статуса великой державы Италии потребовало Саньмэнь. Осознавая, что Италия не обладает достаточной военно-морской мощью в азиатских водах, чтобы поддержать свое требование, китайское императорское правительство отклонило ультиматум и все последующие просьбы, утверждая, что у Италии нет реальных политических или экономических интересов в Китае. Это национальное унижение, из-за которого главная газета Италии выставила страну третьеразрядной или четверторазрядной державой, спровоцировало падение итальянского правительства. Это побудило Италию принять участие в международной экспедиции в Пекине во время вспышки Хэцюаньского боксерского восстания в следующем году и привело к приобретению концессии в Тяньцине в 1901 году, по сути единственного форпоста в Азии. Концессией управлял итальянский консул в Тяньцине.
Волна национализма, охватившая Италию на рубеже XX века, привела к созданию Итальянской националистической ассоциации, которая настаивала на расширении Итальянской империи. Газеты были полны разговоров о мести за унижения, перенесенные в Эфиопии, и о ностальгии по римской эпохе. Было высказано предположение, что Ливию, как бывшую римскую колонию, следует вернуть, чтобы обеспечить решение проблемы роста населения Южной Италии. Премьер-министр Джованни Джалити в октябре 1911 года приказал объявить войну Османской империи, частью которой была Ливия. В результате Итало-Турецкой войны Италия получила Ливию и Додеканез. Отличительной чертой этой войны в пустыне в Ливии в 1912 году было первое в военной истории применение бронеавтомобилей. Война также ознаменовалась первым значительным применением авиации в боевых действиях. Во время кампании 9 итальянских самолетов выполняли как боевые, так и вспомогательные миссии. Первая в истории военная гибель пилота произошла, когда самолет разбился во время разведывательного вылета. В 1914 году Италия сохраняла нейтралитет и не присоединилась к Германии в Первой мировой войне. Союзники дали обещание, и в 1915 году Италия присоединилась к ним. Италии были обещаны территориальные трофеи. До этого Италия оккупировала албанский порт Влёра в декабре 1914 года. Осенью 1916 года Италия начала оккупацию Южной Албании. В 1916 году итальянские войска завербовали албанских нерегулярных солдат, чтобы они служили вместе с ними. Италия с разрешения союзного командования оккупировала Северный Эпир 23 августа 1916 года, вынудив нейтральную греческую армию вывести оттуда свои оккупационные войска. В июне 1917 года Италия провозгласила Центральную и Южную Албанию протекторатом Италии, в то время как Северная Албания была передана государствам Сербии и Черногории. К 31 октября 1918 года французские и итальянские войска изгнали австро-венгерскую армию из Албании, однако в 1920 году война за Влёру вынудила итальянцев согласиться вернуть оккупированные районы Албании за исключением острова Сазани. Далмация была стратегическим регионом во время Первой мировой войны, который Италия и Сербия намеревались отобрать у Австро-Венгрии. Лондонский договор гарантировал Италии право аннексировать значительную часть Далмации в обмен на участие Италии на стороне союзников. 5-6 ноября 1918 года сообщалось, что итальянские войска достигли Лиссы, Ластово, Шибеника и других населенных пунктов на побережье Далмации. К концу военных действий в ноябре 1918 года итальянские военные захватили контроль над всей частью Далмации, которая была гарантирована Италии по Лондонскому договору, и к 17 ноября захватили также Фиуме. В 1918 году адмирал Энрико Милло объявил себя итальянским губернатором Далмации. Известный итальянский националист Габриэле Дануцио поддерживал захват Далмации и отправился в Задар на итальянском военном корабле в декабре 1918 года. При заключении Версальского мирного договора в 1919 году Версальский мирный договор – важнейший из серии мирных договоров, завершивших Первую мировую войну. Италия получила в Европе меньше, чем было обещано, и никакого заморского мандата, за исключением обещания, сделанного 7 мая 1919 года во время раздела германских колоний между Францией и Великобританией по колониальным компенсациям.
Чтобы выполнить свое обещание, Франция и Великобритания прямо или косвенно передали Италии с 1919 по 1935 год ряд территорий для расширения Ливии, Куфра, Сара, Джарабуб или Джагбу, Паласаузу, другие земли, Сомали, Джубалент, Додеканес, Кастеларизм и Эритрея, Рахейта, Рахайта, архипелаг Ханиш. В апреле 1920 года между министрами иностранных дел Великобритании и Италии была достигнута договоренность о том, что Джубалент станет первой компенсацией Италии от Великобритании, но Лондон несколько лет откладывал сделку, стремясь использовать ее в качестве рычага давления, чтобы заставить Италию уступить Додеканес Греции. В 1922 году лидер итальянского фашистского движения Бенито Муссолини стал премьер-министром и диктатором. Муссолини решил вопрос о суверенитете над Додеканесом с помощью Лозаннского договора 1923 года, который официально закрепил, формализовал итальянское управление как Ливией, так и Додеканесом в обмен на выплату Турции, но он потерпел неудачу в попытке получить мандат на часть Ирака от Британии. Через месяц после ратификации Лозаннского договора Муссолини отдал приказ о вторжении на греческий остров Корфу после инцидента на Корфу. Поясню, инцидент на Корфу был дипломатическим и военным кризисом 1923 года между Грецией и Италией. Он был вызван тем, что итальянский генерал, возглавлявший комиссию по разрешению пограничного спора между Албанией и Грецией, был убит на греческой территории вместе с членами своего штаба. В ответ Бенито Муссолини выдвинул ультиматум Греции и, когда он не был принят полностью, направил войска для бомбардировки и оккупации Корфу. Муссолини бросил вызов Лиге наций и заявил, что Италия покинет ее, если она выступит арбитром в этом кризисе, и конференция послов в итоге предложила соглашение в пользу Италии. Это была ранняя демонстрация слабости Лиги наций в отношениях с более крупными державами. По поводу вторжения на греческий остров Корфу итальянская пресса поддержала этот шаг, отметив, что Корфу был владением Венецианской республики в течение 400 лет. Греция передала этот вопрос в Лигу наций, где Британия убедила Муссолини эвакуировать итальянские войска в обмен на репарации от Греции. Конфронтация привела Великобританию и Италию к решению вопроса о Джубаленде в 1924 году, который был объединен с итальянским Сомалилендом. В конце 1920-х годов имперская экспансия становилась все более излюбленной темой в речах Муссолини. Среди целей Муссолини было то, что Италия должна была стать доминирующей державой в Средиземноморье, которая смогла бы бросить вызов Франции или Великобритании, а также получить доступ к Атлантическому и Индийскому океанам. Муссолини утверждал, что Италии необходим неоспоримый доступ к мировым океанам и морским путям для обеспечения своего национального суверенитета. Это было подробно изложено в документе, который он позже составил в 1939 году под названием «Марш к океанам» и включен в официальные протоколы заседания Большого фашистского совета. В этом тексте утверждалось, что морское положение определяет независимость нации. Страны со свободным доступом к открытому морю были независимыми, в то время как те, у кого этого не было, не были. Италия, которая имела доступ только к внутреннему морю, без согласия Франции и Великобритании, была всего лишь полунезависимой нацией и якобы была узником Средиземного моря. Зачитываю небольшой текст из «Марша к океанам». Бенито Муссолини указывал: решетки и тюрьмы находятся на Корсике, в Тунисе, на Мальте и на Кипре. Мальта и Кипр представляют угрозу для всех наших позиций в Восточном и Западном Средиземноморье. Греция, Турция и Египет были готовы образовать цепочку с Великобританией и завершить военно-политическое окружение Италии. Таким образом, Грецию, Турцию и Египет следует считать главными врагами экспансии Италии.
Цель итальянской политики, которая не может иметь и не имеет континентальных целей европейского территориального характера, кроме Албании, состоит прежде всего в том, чтобы сломать прутья этой тюрьмы. Как только решетка будет сломана, у итальянской политики может быть только один девиз «Марш к океанам». Бенито Муссолини «Марш к океанам». На Балканах фашистский режим претендовал на Далмацию, на Албанию, Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Вардарскую Македонию, Грецию, основываясь на прецеденте предыдущего римского господства в этих регионах. Далмация и Словения должны были быть непосредственно присоединены к Италии, в то время как остальная часть Балкан должна была быть преобразована в итальянские клиентские государства. Режим также стремился установить покровительственно-клиентские отношения с Австрией, Венгрией, Югославией, Румынией и Болгарии. В 1932 и 1935 годах Италия требовала от Франции мандата Лиги наций на бывшую западноафриканскую колонию Германской империи Германский Камерун и свободу действий в Эфиопии в обмен на поддержку Италии против Германии. В этом ей отказал премьер-министр Франции Эдуар Мария Рио, который еще не был достаточно обеспокоен Германией. Во время второго вторжения в Эфиопию в 1935-1936 годах или Второй Итало-Эфиопской войны Италия добилась успеха и объединила свои новые завоевания со своими более старыми восточноафриканскими колониями, создав итальянскую Восточную Африку. В 1939 году Италия вторглась в Албанию и включила ее в состав фашистского государства. Во время Второй мировой войны Италия оккупировала британский Сомалиленд и часть юго-восточной Франции, Западный Египет и большую часть Греции, но затем потеряла эти завоевания и свои африканские колонии, включая Эфиопию в результате вторжения союзных войск к 1943 году. По мирному договору 1947 года она была вынуждена отказаться от суверенитета над всеми своими колониями. Что касаемо Сомали, в 1950 году территория объявлялась подопечной территорией Сомали под управлением итальянской администрации. Когда Сомали как государство стало независимым в 1960 году, 80-летний эксперимент Италии с колониализмом завершился. По поводу Второй Итало-Эфиопской войны было убито 4359 человек в боях, 2313 итальянцев, 1086 эритрейцев, 507 сомалийцев и ливийцев и 453 итальянских рабочих. Число погибших эфиопских военных и гражданских лиц, многие из которых погибли от итальянских бомб и иприта или горчичного газа, оценивалось в 275 тысяч человек. В июле 1936 года Франсиско Франко из националистической фракции в гражданской войне в Испании обратился к Италии за поддержкой против правящей республиканской фракции и гарантировал, что если Италия поддержит националистов, будущие отношения будут более чем дружественными и что итальянская поддержка позволила бы влиянию Рима превалировать над влиянием Берлина в будущей политике Испании. Италия вмешалась в гражданскую войну с намерением оккупировать Балеарские острова и создать клиентское государство в Испании. Италия стремилась установить контроль над Балеарскими островами из-за стратегического положения. Италия могла бы использовать острова в качестве базы для нарушения линий связи между Францией и ее североафриканскими колониями, а также между британским Гибралтаром и Мальтой. После победы Франко и националистов в войне Италия оказала давление на Франко, чтобы он разрешил итальянскую оккупацию Балеарских островов, но он этого не сделал. После того, как Соединенное Королевство подписало англо-итальянское соглашение или Пасхальный договор в 1938 году, Муссолини и министр иностранных дел Галеаццо Чиано выдвинули требования об уступках Франции в Средиземном море, особенно в отношении Джибути, Туниса и управляемого Францией Суэцкого канала. 3 недели спустя Муссолини сказал Чиано, что он намерен потребовать итальянского захвата Албании. И Муссолини заявлял, что Италия сможет вздохнуть спокойно только в том случае, если она приобретет смежные колониальные владения в Африке от Атлантического до Индийского океанов и когда в них поселятся 10 миллионов итальянцев. В 1938 году Италия потребовала сферы влияния на Суэцкий канал в Египте, в частности потребовала, чтобы компания Суэцкого канала, в которой доминировали французы, приняла итальянского представителя в свой совет директоров. Италия выступала против французской монархии
монополией на Суэцкий канал, поскольку при доминирующей роли Франции в компании Суэцкого канала все итальянские торговые перевозки в ее колонию итальянскую Восточную Африку заканчивались тем, что нужно было платить пошлины. В 1939 году Италия вторглась и захватила Албанию и сделала ее частью итальянской империи в качестве протектората и отдельного королевства в личном союзе с Италией. Муссолини хотел добиться впечатляющего успеха над меньшим соседом, чтобы соответствовать Германии. Германия поглотила Австрию и Чехословакию. Итальянский король Виктор Эммануил III принял албанскую корону, и было создано фашистское правительство под руководством Шевкета Верладжи, чтобы править Албанией. Муссолини в июне 1940 года выступил на стороне Адольфа Гитлера со своими планами расширения территориальных владений Италии. У него были планы на Западную Югославию, юг Франции, Корсику, Мальту, Тунис, часть Алжира, Атлантический порт Марокко, французский Сомалиленд и контролируемые Британией Египет и Судан. 10 июня 1940 года Муссолини объявил войну Великобритании и Франции. Обе страны уже находились в состоянии войны с нацистской Германией. В июле 1940 года министр иностранных дел Италии Чиано представил Гитлеру список целей Италии, который включал аннексию Корсики, Ниццы и Мальты, протекторат в Тунисе и буферную зону в Восточном Алжире, независимость с итальянским военным присутствием и базами в Ливане, Палестине, Сирии, Трансиордании, а также экспроприацию нефтяных компаний на этих территориях, военную оккупацию Адена, Перима и Сокотры. Кипр должен быть отдан Греции в обмен на Ионические острова, а Чамерия отдана Италии. Италии должны быть отданы британский Сомалиленд, Джибути, французская экваториальная Африка, вплоть до Убанги и Шари, а также Чиано добавил, что Италия хочет Кению и Уганду. Гитлер не давал никаких обещаний. В октябре 1940 года Муссолини отдал приказ о вторжении в Грецию из Албании, но операция оказалась неудачной. В апреле 1941 года Германия начала вторжение в Югославию, также это известно как операция 25 или Апрельская война, а затем напала на Грецию. Нападение известно как Греческая операция или операция Марита. Италия и другие союзники Германии поддержали оба действия. Немецкая и итальянская армии захватили Югославию примерно за 2 недели, и несмотря на британскую поддержку, оказанную Греции, войска оси захватили эту страну к концу апреля. Итальянцы получили контроль над частями как оккупированной Югославии, так и оккупированной Греции. Томислав II был назначен королем созданного независимого государства Хорватия. Аймане Роберто Маргерита Мария Джузеппе Торино ди Савойя Аоста был первым и последним королем независимого государства Хорватия с 1941 по 1943 с Савойской династии. В разгар битвы за Британию итальянцы начали вторжение в Египет в надежде захватить Суэцкий канал. К 16 сентября 1940 года итальянцы продвинулись на 100 километров. Однако в декабре британцы начали ливийскую операцию или кодовое название операцию «Компас»,
и к февралю 1941 года британцы отрезали и захватили итальянскую 10-ю армию и продвинулись вглубь Ливии. Интервенция Германии, кодовое название операция «Зонненблюме», предусматривала помощь итальянским силам и в итоге предотвратила падение Ливии. Объединенные атаки стран оси отбросили британцев обратно назад в Египет до лета 1942 года, когда произошло первое сражение при Эль-Аламейне. В ходе сражения союзникам удалось остановить наступление сил оси на Египет вблизи города Эль-Аламейн в 106 километрах от Александрии. Операция «Факел» предусматривала интервенцию союзников против удерживаемых Вишистской Франции, Марокко и Алжира и создала кампанию на два фронта. Немецкие и итальянские войска вошли в Тунис в конце 1942 года в ответ, однако войска в Египте вскоре были вынуждены отступить в Ливию. К маю 1943 года силы оси в Тунисе были вынуждены капитулировать. Восточноафриканская кампания началась с итальянского наступления на контролируемую Британией Кению, а также британский Сомалиленд и Судан. Летом 1940 года итальянские вооруженные силы успешно вторглись на всю территорию британского Сомалиленда, но весной 1941 года британцы смогли нанести контратаки и продвинулись вглубь итальянской Восточной Африки. К 5 мая король Эфиопии Хале Селасия I вернулся в Адис-Абебу, чтобы вернуть себе трон. В ноябре организованное итальянское сопротивление закончилось падением Гондера, однако после капитуляции Восточной Африки некоторые итальянцы вели партизанскую войну, которая продолжалась еще 2 года. В ноябре 1942 года, когда немцы оккупировали Вишистскую Францию во время операции «Антон», операция «Антон» кодовое название стратегической военной операции нацистской Германии по оккупации южной территории Франции, находившейся под контролем правительства Виши. В операции также приняли участие итальянские войска, расширившие свою оккупационную зону. Оккупированная Италия и Франция была расширена за счет оккупации Корсики. К осени 1943 года итальянской империи всем ее мечтам фактически пришел конец. 7 мая капитуляция сил оси в Тунисе и другие почти непрерывные итальянские неудачи побудили короля Виктора Эммануила III спланировать смещение Муссолини. После вторжения на Сицилию, также это известно как Сицилийская операция или операция Хаски, операция Второй мировой войны, в ходе которой войска союзников разгромили войска стран оси, Италии и Германии, расположенные на Сицилии, и захватили остров. За широкомасштабной высадкой последовали 6 недель боев на суше. Всякая поддержка Муссолини испарилась. 24 июля состоялось заседание Большого фашистского совета, на котором удалось вынести вотум недоверия Муссолини. Впоследствии Дуччи был свергнут и арестован королем на следующий день. Муссолини оставался пленником короля до 12 сентября, до того момента, когда по приказу Гитлера он был спасен и стал лидером созданной Итальянской социальной республики. В общем, 12 сентября 1943 года Муссолини был освобожден немцами и возглавил Итальянскую социальную республику. После 25 июля новое итальянское правительство во главе с королем и маршалом Пьетро Бадольо внешне оставалось частью оси, но втайне велись переговоры с союзниками. Накануне высадки союзников в Салерно, которая положила начало вторжению союзников в Италию, новое итальянское правительство тайно подписало перемирие с союзниками. 8 сентября было объявлено о перемирии. В Албании
Югославии, на Додеканессе и других территориях, все еще удерживаемых итальянцами, немецкие вооруженные силы успешно атаковали своих бывших итальянских союзников и положили конец правлению Италии. Во время Додеканесской операции попытка союзников захватить Додеканес при содействии итальянских войск закончилась полной победой Германии. В Китае императорская японская армия оккупировала итальянскую концессию в Тяньцзине после получения известия о перемирии. Позже, в 1943 году, Итальянская социальная республика официально передала контроль над концессией японскому марионеточному режиму в Китае, реорганизованному национальному правительству Китая под руководством Ван Цинвэя. В 1947 году мирный договор с Италией официально положил конец империи. Империя полностью прекратила свое существование. Велись переговоры о сохранении Триполитании, провинции итальянской Ливии, в качестве последней итальянской колонии, но они не увенчались успехом. В ноябре 1949 года бывший итальянский Сомалиленд, находившийся тогда под британской военной администрацией, был превращен в подопечную территорию под управлением Италии. Bombastic Mussolini, the sawdust Caesar, comes to his end in the gutter, fitting climax to a life of treachery and double-cross. He led his country to ruin when he threw his lot in with Hitler. Oh yes, they saw some palmy days when Il Duce confidently stabbed France in the back. He had dreams of empire before the bayonets of the Allies deflated this false prophet. He was captured once before and rescued by German paratroops. This time he had no such chance. Partisans tried him along with his sweetheart and several henchmen. Just as these pictures show the trial previously of other key fascists and collaborators. He was brought before a firing squad, and in this manner he died as tyrants should, and was hung up by his heels. A fitting and glorious end.